Вот такой мой новый инструмент. Давно присматривалась к этой чудо-вещице. Не могу пройти мимо маленьких, ручных и таких многообещающих. Сейчас будем разбираться, что это за штучка такая. Прекрасно работать, а я только удовольствие получать от работы с ним. Ну, скажем так, не очень. Сходу не получилось. Ну-ка попробуем ровненько отрезать ножом. Что-то мне не нравится, мой первый опыт. Так, пока мне удобнее резать резаком. Буду разбираться. Если вы задумывались о покупке этого инструмента, это вам будет полезно. Можете для себя решить, нужен он вам или нет. Из чего состоит резак, как им пользоваться, насколько удобно резать кожу этим резаком, какую кожу можно им резать, насколько длинные полосы можно нарезать австралийским резаком и вообще, стоит ли его покупать. Вообще не впечатляет. Рассмотрим его устройство. Главная режущая часть – это лезвие, которое крепится под углом, нижним краем упирается в выступ на кольце резака и прижимается винтом. Латунный валик служит для настройки толщины кожи. Отверстие для его крепления расположено не по центру валика. Именно поэтому можно регулировать толщину кожи. Валик тоже откручивается. Нижней частью он прижимает башмачок. Ширина полосы регулируется движением ребристого колесика, который двигает ограничитель башмачок на нужное расстояние от лезвия резака. Доступная ширина полосы 12 мм. Ширина полосы измеряется, Не знаю, почему он меня так вот бегает. от лезвия резака до башмачка ограничителя. Ну, именно он валиком прижимается. Первый опыт меня не порадовал. Полосочки получились неровные. И как раз у меня есть возможность как следует потренироваться, работать этим резаком. Мне нужно нарезать полоски для изготовления завязок на чехлы-органайзеры. До этого я никогда таким приспособлением не пользовалась. Всегда резала полоски только с помощью ножа резака и линейки. Это у меня довольно пластичная кожа толщиной 1,1 мм. Чтобы было удобнее и легче заправлять кожу в резак, делаю ножницами засечку в виде уголка. Не очень у меня получилось, поэтому сначала потренируюсь на малоценных кусочках кожи. Еще с советских времен у меня лежит технический спилок. Редко когда он мне пригождается, но, видно, настал его звездный час. Попробовала сначала резать по прямой, и на удивление ровно и хорошо получилось. Видимо, я не боялась, руку держала твердо, действовала решительно, и поэтому все вышло ровно и хорошо. Также пробую резать по кругу. Для этого сначала обрезаю все углы и все, что не годится для нарезания полос. Толщина спилка тоже около 1 мм, 1,2 мм примерно. Буду резать по наружному краю куска кожи. Также делаю уголок и пойду по кругу. Веду резак по внешнему контуру. Стараюсь, чтобы полоска получалась одной ширины. Держать резак можно одной рукой, но вторая рука тоже на подхвате помогает удерживать кожу. Можно резать двумя способами. Один вариант – резак удерживать на одном месте неподвижно и сквозь него протягивать кожу. И можно действовать наоборот. Удерживать кожу свободной рукой и вести резак вдоль края кожи. Кожа неподвижна, движется резак. Если у куска кожи нет длинной ровной стороны и допустимы некоторые отклонения, возможно использовать сравнительно небольшие куски кожи. Этот метод подходит для изготовления шнуров оплетки, плетения веревок, арканов, длинных шнурков.
Небольшая разница длин внешних и внутренних кромок нарезанных полос со временем сглаживается, так как кожа очень пластичный материал. Но на крутых поворотах или когда диаметр нашего кусочка становится очень маленький, то полоски становятся неровными, начинают фестонить, фалдить. Этого лучше избегать. Крутые повороты срезаем, маленькие кусочки перестаем нарезать. Но бывает, что можно и нужно использовать фестоны для художественных решений. Тогда специально нарезаем полосы из небольших кусков. Но если нужна ровная полоса, лучше этого избегать. При нарезании полос по кругу получается неожиданно длинная полоса. Из моего сравнительно небольшого куска получилась полоска около 3 метров. Если нужны длинные и абсолютно ровные полосы, то лучше резать по прямой вдоль длинного края. Пока я режу, прочту описание резака, как его описывают в интернет-магазинах. Австралийский резак, шнурорез, компактный инструмент для ручной нарезки полос из кожи. Сразу в процессе резки возможно изменять ширину полоски. Максимальная ширина нарезки 1,2, в некоторых описаниях 1,3 мм. Простое управление в руке. Резак подходит для работы на прямых и изогнутых кожаных кромках. Шнуры, изготовленные с помощью резака, пригодятся для плетения, фиксации деталей изделия, оплетки и изготовления длинных шнурков для шнуровки изделий. Для изготовления очень ровных полос лучше предварительно выровнять край кожи и резать по прямой. Указательный палец у нас удерживает резак, а большим пальцем этой же руки мы регулируем ширину полоски, направляя им кожу. Со временем участок лезвия, на который приходится основная нагрузка, тупится, и лезвие уже не прорезает кожу. И, наверное, у меня недостаточно выставлена толщина кожи. Сейчас я все поправлю и отрегулирую. А пока приходится исправлять недочеты ножницами. Но это не страшно. Я думаю, резак называется австралийским, потому что он из Австралии. И его придумали те, кто занимался изготовлением плетей, арканов, длинных веревок, кнутов. Наверное, им приходилось нарезать много шнуров. И вот родилось такое интересное приспособление. Чтобы передвинуть затупившийся участок лезвия, надо раскрутить винт, который его удерживает, и немножко сместить лезвие. Если оно уже все затопится и двигать будет некуда. Лезвие придется заменить. Я покупала резак в комплекте с одним лезвием. Иногда прилагаются сменные лезвия. Говорят, что сменное лезвие можно купить. Некоторые мастера вставляют лезвие от узкого макетного ножа. Еще слышала, что есть бритва с похожими лезвиями. Я не видела, но будем искать. Оттягиваю. И дальше я буду уже тянуть этой рукой на себя, слегка придерживая пальцами вот за кожу. При нарезании полос очень важно выдерживать ширину. Для этого поправляю и направляю кожу большим пальцем. На кольце для указательного пальца есть перепад высоты. Слежу, чтобы кожа двигалась по одной траектории относительно выступа. Это позволяет контролировать ширину полоски. Я внимательно слежу, чтобы край кожи шел параллельно выступу на кольце резака и не отклонялся. При некотором опыте работы с резаком уже можно регулировать ширину полосы, сужая или расширяя ее. Это может пригодиться при изготовлении оплеток или кнутов, или каких-то изделий, в которых ширина плетения начинается с широкой части и потом идет на заужение. И полосы тоже можно так регулировать от широкого к узкому или наоборот, просто регулируя наклон кожи. Но это должен быть уже какой-то опыт в этой работе. Что у меня получилось? Этот день я посвятила освоению резака.
Если это оказалось полезным не только мне, буду очень признательна, если как-то отреагируете. Если я упустила какие-то детали или у вас есть дополнения, высказывайтесь и делитесь опытом. Буду очень рада и приму с благодарностью. За время съемки у меня получилось нарезать много длинных полосок. Они мне пригодятся для работы. Попробовала резак на жесткой коже. Мне очень понравилось. Толщина кожи 2,8 мм. 2,8 мм. Сначала даже не получилось просунуть ее в зазор. Чтобы отрегулировать его, ослабляем Так, не проходит, значит... винт латунного валика и поворачиваем валик той стороной, который образует наибольший зазор между валиком и платформой. При вращении валика со смещенным центром образуется просвет между валиком и платформой резака. Жесткую кожу режет шикарно вообще. Величину просвета делаю таким, чтобы кожа свободно двигалась, но не болталась. А то кожа гуляет, смещается, и разрез получается неровным. Если мне когда-нибудь потребуется сузить ремень или изготовить тренчики, буду пользоваться именно этим способом. Мне очень понравилось. Также шикарно можно нарезать ровные тонкие полоски для изготовления круглых шнуров. Точно измерить ширину кожи, выставить ограничитель ширины полоски на такую же ширину и нарезать длинные, тонкие, ровные, квадратные в сечении полоски, чтобы потом скатать из них круглые шнуры. Видео о том, как это делается, есть у меня на канале. Ссылка на него будет в конце этого видео. Толстая кожа тоже бывает разная. Я попробовала резать мягкую, рыхлую, толстую кожу и жесткую кожу. И поняла, что рыхлая кожа на подвижных участках шкуры не очень подходит для такого нарезания. Она плохо режется и выскальзывает из-под ножа. Причем соскальзывается тоже. Лучше всего подходит кожа плотная, которая не сминается, не растягивается под ножом, не уходит волной, чтобы она не морщилась и не уходила, наплывая на ограничитель. Тогда ширина выдерживается ровная по всей длине. Но и очень толстая ременная кожа тоже, наверное, не подойдет к этому резаку. Ее будет тяжело протащить в зазор между валиком и платформой. Это не хватит физических сил, чтобы ее протянуть, и очень быстро будет тупиться нож. Для нарезания очень толстой кожи, конечно, нужны более мощные инструменты. И, наконец, ответ на вопрос: это того стоит? Да, конечно. За сравнительно небольшие деньги я получила удобное приспособление для нарезания полос. Оно мне очень пригодится для обрезания ремней, изготовления тонких полосок для скатывания круглых шнуров, для изготовления полос для оплетки и для изготовления ровных полосок для плетения. Конечно, это не инструмент первой необходимости. Я много лет обходилась тем, что нарезала любые ремни и полоски просто ножом. Кстати, видео об этом тоже есть у меня на канале. Тоже прикреплю его в конце. Но кроме набора инструментов, без которого не обойтись каждому кожевеннику, со временем собирается и эксклюзивный набор, индивидуальный для каждого мастера, в зависимости от его вкусов, предпочтений и особенностей его работы. И это делает нашу жизнь интересней, процесс работы увлекательней. Я думаю, что мне пригодится. И еще я очень люблю инструменты, стараюсь осваивать новые, пришедшие к нам из других стран и других традиций обработки кожи, да и не только кожи, но и других материалов. Особенно если это помогает улучшить качество и облегчить процесс работы, ну и сделать его более интересным. Так что желаю всем успехов, пробуйте, экспериментируйте, делитесь. Буду рада услышать
что-то новенькое. Пока. Люблю свою работу. Желаю и вам того же. Встретимся в следующем видео.